Агни. Имя этого божества имеет индоевропейские корни. Оно родственно славянскому слову «огонь». С древнейших времен пламя согревало человека, защищало от диких зверей и непроглядной темноты, давало пищу, сопровождало религиозные ритуалы. Первые сведения о почитании бога Агни в Индии относятся к концу второго тысячелетия до нашей эры. С тех давних времен и до сих пор ему приписывались одни и те же качества, в то время как функции других божеств менялись. Эта стабильность связана с тем, что огонь всегда сопровождал человека. Он горел в пещерах и домашних очагах. На нем сжигались жертвы в честь богов и тела умерших людей. Агни имеет тройственную природу. Он олицетворение огня небесного, солнца, воздушного, молнии и земного, привычного всем нам. Видимо, для древних индийцев он был также символом жизненной энергии, так как тесно связывался с дыханием и поглощением пищи. Кроме того, он соединял людей и богов, потому что принимал жертвоприношения. Существует много изображений бога Агни. На фото вы можете увидеть его разные обличия. Он предстает в образе мудрого старика и статного юноши с телом красного цвета. Часто имеет длинные огненные волосы и большой живот, в котором помещаются людские жертвоприношения. Одет Агни в ритуальные одежды. Количество различных частей тела у бога колеблется. Голов может быть от 1 до 3. Тройка – сакральное число, символизирующее главные огненные церемонии в жизни человека – рождение, свадьба и погребение, а также 3 мира, над которыми правит Агни – божественный, адский и земной. Поэтому бога рисуют с 3 головами, ногами и языками. Впрочем, языков может быть и 7, как и рук. Это число соответствует дням недели, а также 5 планетам, известным древним индийцам, и 2 светилам – Солнцу и Луне. Бог Агни в Ведах представлен в 2 основных аспектах. Он – сила света, порождающая миры, отгоняющая тьму, всезнающая и всеведущая. Нет на свете тайн, которые не были бы известны Агни. С другой стороны, Агни – это символ божественной силы, заключенной в каждом человеке. Это та бессмертная часть, творческая искра, благодаря которой люди наполняются энергией, находят силы для умственного и физического труда, обретают любовь и богатство. Это огонь, который должен ярко гореть в душе каждого, вдохновляя на славное свершение. Именно поэтому в Индии Агни досталась роль посредника между богами и людьми. Существует старинное сказание о том, как Агни стал богом жертвенного огня. Это случилось в незапамятные времена, когда он только появился на свет. Другие боги захотели учредить жертву, принося которую люди могли бы обращаться к высшему миру с просьбами и благодарностями. Однако Агни испугался того, что когда он вознесет подношение, и пламя догорит, его самого ожидает смерть. Он сбежал и надежно спрятался под водой. На планете воцарилась непроглядная темнота, в которой царствовали демоны, и некому было их прогнать. Все начали искать бога Агни. Его выдала рыба, которую пугал жар, распространившийся по воде. За это рассерженный бог проклял ее и лишил голоса, чтобы она не могла кричать, даже чувствуя боль. Сам он признался в своих страхах. Посовещавшись, боги наделили Агни бессмертием, пообещав, что новые обязанности не принесут ему ущерба. С тех пор он честно служит людям, унося с собой молитвы, даруя защиту и долголетие. Бог Агни – светлый покровитель, дружественный людям, которого почитали с древних времен. Он – олицетворение того спасительного огня, который возникал от трения 2 палочек, разгонял темноту, дарил тепло и надежду. Неудивительно, что ему посвящено столько гимнов и легенд. Ведь для древнего человека наличие огня в очаге было волшебным подарком богов, маленьким кусочком огромного солнца.